И примерно вот оно должно вот так себя вести. Я готов! Вот. А машинку, кстати, с которой мы стреляем, мне предоставила компания Proton. 100 рублей удовольствия, пакет у жены на кухне возьмите. Всех спортсменов отбалансированные, кайфовые ружья. Что вам там за 30 тысяч рублей там подгонит вес. Ружья всякие важны, ружья всякие нужны. Пожалуйста. Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Меня, как всегда, зовут Алексей Борода. О чем сегодня расскажу. Значит, я вот эти два своих ружья, значит, ИШ-39 у нас, да, такой спортинговый вариант, и МР-153 отбалансировал. Отбалансировал сам. Сейчас расскажу, покажу даже частично, как я это сделал. И для чего, самое главное. Еще у меня вопрос, мужики, женщины, охотники, охотницы, спортсмены и спортсменки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, из чего вы предпочитаете, с чем ходить на охоту, из чего стрелять спортинг, там, то есть либо двухстволка, либо полуавтомат. Мне интересно, потому что я в данный момент стреляю и из того, и из того. Не могу никак определиться, короче, я стреляю со всего. Значит, смотрите, чего. Кто не в курсе, если нас смотрят новички. Рассказываем, как определить баланс ружья. У нас есть изгиб. Вот он. Ну, понятно. Здесь болт у нас, да, как обычно, так называемый. Кладем на руку. И примерно вот оно должно вот так себя вести. Вот это первый момент. Сейчас расскажу, как я этого добился и для чего это мы делаем. Второй момент. Мне обычно там рассказывают, что полуавтоматы у нас не балансируются. Еще как балансируется. Вот если мы сюда, как раз на изгибе у меня получается баланс. То есть вот чуть-чуть прямо вот сюда встаем. Вот он. Оно очень сейчас тяжелое. Для девочек оно, конечно, не подходит. Для чего мы делаем баланс? Баланс оружия, когда оно разделено у нас на две части, при вскидывании, да, так называемом, при прицеливании у нас дает ощущение того, что у вас в руках не 4 килограмма, а палка от швабры, которой женщины обычно, ну и мужчины, нет-нет, особенно в армии, моют полы. Вот это ружье у меня сейчас весит, вдумайтесь, 4 килограмма 800 грамм, то есть 5 килограмм. Ну, понятно, да, я там штангист и так далее. Ну, давайте меня тоже не будем переоценивать, я, конечно, не Шварценеггер, не Рэмбо. Обратите внимание, я вообще не напрягаюсь. То есть, это обычная простая физика. То есть, если у нас с вами баланс на стволы, как обычно в наших ружьях это бывает, то у нас с вами постоянно вот это вот ощущение будет. Рука будет, да, наша ведущая левая, ну, кто левша, кто правша, понятно, уставать, то есть, который мы ведем, в принципе, огонь. Ну, понятно, мы стреляем корпусом, но все же, оружие держит левая рука. Вот, понятно. Мы будем уставать. И вы, и я, и все вместе. Вот это весит сейчас 4 килограмма 35, по-моему, грамм, 36 грамм. Оно, честно говоря, после того, оно вообще просто как будто действительно палка. Причем бывают тоненькие такие швабры, вот прям вот оно. То есть это фантастика. То есть вы просто его вообще не ощущаете. Попробуйте. Значит, на охоте, понятно, если мы занимаемся ходовой охотой, 5 килограмм или 4 килограмма, ну, мужики, не знаю, мне там часто, конечно, рассказывают, что оно очень тяжелое, там, честно, я разницы не вижу. У нас пуховики, мужики, с вами сапоги, там, обмундирование, все, бывает 15 килограмм весит. Ну, что, серьезно, там, типа, разница в килограмм. Для девочек, особенно хрупких, да, разница есть. Ну, девочки охотятся обычно там с чем-то прям облегченным, легеньким, понятно. Значит, как мы балансируем ружья, полуавтоматы, либо, значит, обычные двухстволки. Смотрите, если у вас приклад пластиковый, я сейчас картиночку вставлю, он полый внутри. Соответственно, чтобы у нас с вами, то есть можно балансировать грузами там, автомобильными, да, вот в шиномонтажке такие липкие груза. Нет, все это дело при выстреле, естественно, отлипает, падает и начинает болтаться внутри приклада.
Берем пену, обычную монтажную пену, желательно не дешевую, маленький баллон, большой вам не нужен. Берем шарики, например, ребята вот стреляют с пневматики, видели, наверное, там дети, там обычно вот, ну такие железные шарики, они 4,5 мм, по-моему. Покупаем их там, ну, 500 грамм, 600 грамм, 700 грамм, там, не знаю. Например, кстати, банка в 1500 таких штук весит около 500 грамм, имейте в виду. Я себе сюда добавлял как раз. Что делаем? Открутили, соответственно, затыльник, у нас с вами полость, понятно. Туда засовываем чуть-чуть пены, чуть-чуть, мужики, аккуратно, чуть-чуть пены. Далее там минут 20, полчасика чуть настояться, понятно. Добавляем шарики. Опять пены. Добавляем шарики. То есть, естественно, предварительно вам надо понять, какой вес вам надо добавить. Для этого вы можете, кстати, использовать те же шиномонтажные грузы. Да хоть шарики в пакет, грубо говоря, в целлофановый взяли, насыпали, раз, затыльник приделали, померили. Досыпали, померили. То есть нашли вот этот баланс. Вот он здесь должен быть, на изгибе, он так и есть. Ну, просто здесь браться неудобно, понятно, она неровная. Все, соответственно, после того, как мы с вами нашли баланс, все, то есть мы знаем, вот столько-то шариков надо. Все, в пакет их отложили, пеной, повторюсь, раз. И вот так кругами начинаем аккуратно все это дело запенивать. Далее, чтобы пена не вылазила, подойду поближе вот сюда. Понятно, она все это может испачкать, да, там и так далее. Здесь обматываем скотчем, потому что пена имеет свойство, сами знаете, вспучиваться, ну, увеличенный объем, да, принимать при засыхании. Обматываем скотчем и все. Потом все это дело срезается, шарики внутри надежно закреплены. Приклад у нас такое чувство, что деревянный стал, понятно. При этом баланс замечательный, ни за что вы не переживайте. С деревянными прикладами ситуация немножко сложнее, но при этом деревянный приклад тяжелее, как правило, во всех ружьях стандартных. Вам нужно будет довесить там от 70 до, там, допустим, 150 грамм, например. И то 150, мне кажется, я не встречал. Ну, 110, там, 120 по максимуму я видел. Вот и все. Здесь у нас с вами в деревянном прикладе дырка. Понятно, через отверстие. Не дырка, дырка понятно где. Отверстие, через которое мы с вами, соответственно, приклад отсоединяем. Соответственно, кладем какую-то прокладочку внутрь, диаметр, да, примерно такого же. Засыпаем, опять же, заранее мы с вами определили, также на весах. То есть добавляли там, да, все это определили, сколько грамм. Засыпаем, опять же, эти вот шарики туда и заталкиваем туалетную бумагу. Как бы странно это ни звучало. Либо салфетки, знаете, такие вот они. Икея, когда еще была, там давали такие они вот, как синтетические, что ли, как сказать. Они очень хорошо пружинятся. Все, то есть забили. Абсолютно вообще ничего. Я уже с него стрельнул не знаю сколько раз после этого. Вообще ничего не болтается. То есть хорошенько утрамбовали, соответственно, затыльником все это дело поджали и затянули. Все. Легко, недорого, надежно и практично. Соответственно, если у вас наоборот перевес на приклад, я не знаю каким образом, такое тоже случается. Вот сюда цевье. Обычно тогда добавляют шиномонтажные груза, мужики. Ну, видели, наверное, если нет, ну, как правило, спортсмены все в курсе, как это делать. Лепятся сюда шиномонтажные грузики, также все это выводится. Опять же, ничего сложного в этом абсолютно нет. Да что ж такое. Вот, повторюсь, баланс дает нам с вами огромное преимущество. Мы не устаем. Мы двигаем, ну вот палкой дома просто ради прикола. Я понимаю, что мы сейчас все взрослые люди. Просто попробуйте палкой поцелиться дома. Да, не ружьями нашими с вами любимыми. Возьмите палку. Ну, не знаю чего. Да хоть черенок лопаты, грубо говоря. И посмотрите, как вам будет легко и просто с ней. Вот здесь получается история абсолютно та же самая. Я вас уверяю, у всех спортсменов отбалансированные, кайфовые ружья. Что за 50 тысяч, как в моем случае, ну там понятно, с тюнингом, с покраской, там дороже это все. Что за 3 миллиона? Они все отбалансированные. Потому что, ну, когда ты стреляешь там 200 за день, некоторые тренируются 300-500 стреляют за день. Если у тебя ружье клюет вперед, ну, ты, какой бы ты Рэмбо не был, ты не вывезешь. Или долго будешь от этого отходить. Кажется, что пена везде. Но это не так. Я когда все это дело запенивал, вот так кругами, как я вам говорил, по очереди, я туда взял, у меня у дочки клей такой в садике, они небольшой клей, вспомните, мужики, ну вот как он, карандашный клей вот этот есть же. Он примерно чуть больше отверстия вот этого, куда мы болт закручиваем. Ставим этот клей, его в целлофановый пакет
И просто запениваем, и все. Я его потом по итогу вытащил, а пена просто немножко вот так заделалась. То есть сейчас, если надо будет снять приклад, я ножичком вот так просто чуть-чуть, там сантиметр пены отковыряю, дальше пустота. Все. То есть вот вам обычный лайфхак. Не обязательно для этого клей такой использовать, любая трубка подойдет. Просто целлофаном ее сделайте. И пока пена еще не совсем, скажем так, застыла, целлофан этот вместе с ней убирайте. При этом я так понимаю, что целлофан можно и там на самом деле оставить. Что страшного, обрежете аккуратно его и все. Вот такой лайфхак, пробуйте, вещь очень крутая, надеюсь, что я кому-то помог. Не надо для этого тратить там миллионы денег, тысячи денег, да, обращаться там к суперспециалистам, кто вам там за 30 тысяч рублей там подгонит вес. Ребят, вот, у меня на это ушло, ну пена там возьмем, да, там хорошая рублей, там 300 пускай. Я не, честно говоря, у меня зам там покупал, хер его знает, ну 300 пускай. Ну и шарики эти 400 рублей, 700 рублей удовольствия, пакет у жены на кухне возьмите. Вот и все. Все. Все сделали сами, все удобно, все работает. Отстрелял я уже хрен знает сколько сотен, и все работает. Вот так. Сейчас чуть-чуть постреляем. Готовимся, так сказать, к гусиному переполоху. Мы, кстати говоря, в Ловчем, что в городе Тольятти. Ссылочки все на него в описании. Пострелять, покайфовать. Гостиница, отель, баня, сауна, ресторан, все дела. Вот, а машинку, кстати, с которой мы стреляем, мне предоставила компания Протон. На нее тоже ссылочки в описании. Вот такие машинки. Нужна машинка, аккумулятор, хорошее настроение, тарелочки, патроны и любимое наше ружье. Потому что ружья всякие важны, ружья всякие нужны. Пожалуйста. Так, ну, пожалуйста, я готов. Ага. Второй раз тоже готов. Еще. Ага. Так, сейчас полуавтомат попробуем. Ну, вообще невесомый, реально. То есть, удивительное удовольствие, вот если честно. Ну, трешечку бахнем. Все-таки я люблю и то, но полуавтомат как-то вот, честно говоря, меня вот, ну, будоражит. Давайте честно говорить. 5 килограмм. Да, вообще не чувствую. Пожалуйста. Я готов. Ох, как хорошо пошла. Я готов. Ага. Я готов. Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода. Подписывайтесь, лайк, колокольчики, комментарии. Все-таки напишите, с чего стреляете вы чаще. И было ли вам полезно то, как мы можем отбалансировать ружье. До новых встреч с нашими прекрасными оружиями. Пока-пока.